Привет! Сегодня мы рассмотрим такую интересную тему, как профессии в натальной карте. И здесь можно сказать то, что люди в целом делятся на два типа, и причины тоже будут видны в натальной карте. Что это за два типа? Первые — это те люди, которые с самого рождения знали, кем они хотят стать. Очень четко ребенок еще в маленьком возрасте проявлял интерес к определенной сфере или к профессии. Ну и когда уже вставал вопрос, куда идти поступать, там даже не было никаких вариантов, человек четко знал, куда ему следует идти. Но также есть и другая часть людей, которые на самом деле им нужно было больше времени, чтобы понять, в чем их предназначение, какая профессия им нравится, и, возможно, им нужно было перепробовать очень много профессий. Эти профессии в целом могли быть в одной области, или же они могли быть совершенно разными. На это тоже есть указания в карте, и как-нибудь мы это рассмотрим. Но сегодня видео о другом. Сегодня мы рассмотрим очень так кратко и понятно, супер простая техника, чтобы каждый смог понять, какая профессия ему подходит. И по этой простой технике вы сможете увидеть, почему вы пошли и получили именно это образование, почему вы занимались той или иной деятельностью, и, возможно, чем вы всегда хотели заниматься, но не рисковали, не шли на это. Возможно, это видео заложит такой фундамент новой деятельности в вашей жизни, а кто-то просто еще раз убедится в том, что вектор его направления развития выбран правильно. И на самом деле сфера профессии, карьеры, социальной деятельности, в том числе, как это связано с предназначением, одна из самых частых задаваемых вопросов и сфер, которые мы рассматриваем на личной консультации. И там есть очень много, скажем, нюансов и техник, по которым мы выводим предназначение человека, но благодаря вот этой простой технике она, скажем, нам даст такую хорошую базу, и в целом это каждый может рассчитать. Здесь очень важно, чтобы эта карьера, профессия, она не только подходила вам, но и в идеале она была связана с вашим предназначением. Причем именно те качества, которые вы можете в себе развить и реализовать в этой деятельности. Но об этом уже в следующий раз. Итак, по этой технике что мы рассматриваем? Мы смотрим 3 ключевые точки в гороскопе. Это восходящий знак, знак, который у вас находится в первом доме, там, где асцендент. Это лунный знак, знак, в котором расположена Луна, и также знак, в котором есть 2 и более планет. Какой-то очень ярко выраженный знак в вашей карте. Особенно, если он еще связан с домами заработка или с 10-м домом карьеры и реализации. И я вам дам потом небольшой пример, покажу, как это можно трактовать и все связывать на своем личном гороскопе. Расскажу, как это у меня проигралось. Давайте начнем с описания тех профессий, деятельностей, которые подходят каждому знаку. Итак, Овен. Так как этот знак находится под управлением планеты Марс, значит профессия, сфера деятельности человека будет напрямую связана с Марсом в том числе. Это все в целом руководящие должности, это управленцы, политики, причем здесь может быть работа, которая связана с политикой, да, госслужба, так и в целом политическая карьера. Это администраторы, военные, все, что около военной темы, в том числе телохранители сюда относятся, водители в том числе. Это может давать юриспруденцию, интерес к ней, различные виды спорта, то есть спортсмены, спортивная карьера, инженерные профессии, металлургия, гончарное дело, промышленность, отчасти хирургия, медицина, доктор, кулинария в особенности и сельское хозяйство. Следующий знак — Телец. Тельцы находятся под покровительством Венеры, поэтому очень многие ее качества, характеристики будут влиять на профессию, которую человек будет выбирать. Сюда относится бухгалтерия. В целом все, что связано с деньгами, финансами, это дает или может давать работу в банках. А работа с продуктами питания, это ресторанный бизнес, кулинарная школа, все, что связано вот вокруг этого. Также текстильная промышленность, ручная работа любого плана, производство и торговля венерианскими продуктами. Это различные духи, ароматы, ювелирные изделия, а также это цветы, продукты питания, особенно фрукты,
продукты, а также это может давать продажу и работу с товарами категории люкс. Именно такой высший класс, да, товаров и клиентов, работа с ними. И также это все артистические специальности. Это и ораторское искусство, то есть спикеры могут работать по Венере, это актерское мастерство, актеры, певцы, актрисы, модели, музыканты, писатели, визажисты и так далее. Следующий знак Близнецы, он находится под покровительством планеты Меркурий, поэтому здесь будут ярко выражены его характеристики и качества. Это дает работу со всеми видами связи и передачи информации. Сюда относятся у нас журналистика, блогерство, СМИ, лингвистика, писательство. Человек может быть ведущим. Это работа в пиаре, в рекламе и в целом связи с общественностью. Также это все, что связано в целом с интернет-пространством, да, потому что те же самые соцсети, различные платформы, которые дают общение с людьми и дают возможность распространять информацию. Это также может давать коммерцию, бухгалтерию, аудит. Такие люди могут быть советниками или консультантами. Это могут быть хорошие математики, все, что связано с точными науками, послы и дипломаты. Следующий знак – это Рак. Он у нас под покровительством планеты Луны. И Луна, как мы знаем, связана у нас с психологией, с самопознанием, подсознанием. Поэтому такие люди могут интересоваться психологией, они могут работать с людьми. Это прежде всего забота о людях, потому что Луна дает нам эти качества, поэтому также может указывать на в целом сферу услуг, различные направления, но там, где нужна помощь людям, особенно если у вас ярко выражен 6-й дом гороскопа. Также это гостиничный бизнес, бизнес по предоставлению отдыха, торговля, транспортировки, особенно авиа и водные, экспорт, импорт и, возможно, продажа красивых вещей. Далее знак Лев, он у нас под покровительством планеты Солнца, поэтому, как мы знаем, Солнце — это лидер, тот, кто освещает путь другим, тот, кто очень предприимчивый, активный, который ведет за собой. Это такой прирожденный организатор, поэтому здесь может быть работа, которая в целом связана с администрированием, лидерские должности, это может давать политику, может давать социальную благотворительную деятельность, работа в правительстве или связанная с ним, работа с детьми, потому что Лев по себе является олицетворением 5-го дома. Также эта деятельность связана с путешествиями, спортом, языками, дизайном или строительством. Следующий знак – это Дева. Дева у нас под покровительством планеты Меркурия, олицетворяет собой 6-й дом гороскопа. Это может давать работу, которая связана в медицине, в целом система здравоохранения и оздоровления человека. Сюда относятся и целительство, и массаж, медицина в целом. Также это бизнес, работа в суде, это может быть сфера юриспруденции, сфера обслуживания, сюда же 6-й дом, преподавание, писательские профессии, аудит, бухгалтерия, бизнес в целом, организация мероприятий и пространство. Здесь проявляются в том числе вот такой сильные меркурианские характеристики. Следующий знак — это Весы, он находится под покровительством планеты Венера, и здесь могут быть профессии, которые связаны в целом с любым видом творчества. Это актерское искусство, танцы, пение и прочее. Работа, которая связана с эстетикой и красотой, может давать работу в ювелирной сфере, текстильной, это ремесленники, производство товаров ручной работы. Также это работа с деньгами, банками, страхование, посредничество. В целом Весы, они очень хорошие посредники, как и в бизнесе, так и в целом в компании они могут брать на себя эту роль, потому что знак сам по себе соединяет людей, и это прирожденные дипломаты, то есть они могут находить точки соприкосновения, да, решать различные конфликты и в целом помогать другим сторонам соблюдать условия. Это может давать работу юристам в политике, дипломатия, посредник, фонды, социальная работа. Следующий знак — это Скорпион, он у нас под покровительством планеты Марс. Здесь Скорпион олицетворяет собой 8-й дом гороскопа естественного.
поэтому может давать работу с полезными ископаемыми. Это добыча сырья, металлургия, горная инженерия, сельское хозяйство, электроника, работа в целом с различными инструментами, большая какая-то индустриальная техника. В целом это также может давать работу на каких-то секретных объектах в том числе. Далее это может увести человека в такую религиозную сферу, возможность реализовываться в психотерапии, работа как психолога, астролога, тантрические практики, в целом энергетические практики и вообще работа с тайными и оккультными направлениями. Следующий знак — это Стрелец. Он находится под управлением планеты Юпитер, планета знаний и мудрости. Поэтому такие люди чаще выбирают сферу управления, менеджмента. Это может давать работу в финансовых организациях, банки и прочее. Это преподавание, образовательные учреждения, социальная и благотворительная работа. И другая сфера — это все, что связано с духовностью, саморазвитием, с мудростью, религиозные практики, учителя по йоге, религиозные деятели, проповедники, да, путешественники. Следующий знак Козерог находится под покровительством планеты Сатурн. И здесь в целом это может быть работа, которой нужно прилагать очень много усилий. Это очень какая-то сложная работа. Это может давать разнорабочих. В том числе это то, что связано со строительством, с большой техникой, с добычей природных ресурсов. Особенно все, что связано с камнем, нефтью, шахты, оборудование различного плана. Также это политика, бизнес, работа, которая требует большого терпения, усилий или инвестиций. И еще это может давать выстраивание систем. Это хорошие организаторы. Следующий знак Водолей, который также находится под покровительством Сатурна. Здесь уже проявляется интерес к сфере преподавания, религии, в особенности разработка, это R&D, исследования, инвестирование, благотворительные фонды, филантропия, идейная работа, которая именно направлена на социальное благо. Да? Это могут быть различные организации, которые решают какие-то проблемы в этом мире, помогают людям. Также это может давать интерес к психологии, астрологии, философии, консультирование, администрирование, нефтегазовый бизнес, военно-воздушные силы, направления, профессии связаны с этим, оборона в том числе, операции и миссии по исследованию космоса. И последний знак — это Рыбы, который находится под покровительством Юпитера. Это знак философии, поэтому такого человека, скорее всего, будет интересовать сфера духовности, саморазвития, психологии, различные духовно-энергетические практики. Это также может давать интерес к работе с иностранцами или за рубежом, в сфере развлечений, творчества, образования, и также финансовые учреждения, медицина и законодательная сфера. Краткий пример того, как можно выявить для себя профессию, которая подходит именно вам. Здесь вы сейчас видите карту, мы смотрим на восходящий знак, и это у нас знак Рака. Значит, мы смотрим характеристики, которые подходят раку, что именно это будут за сферы деятельности. Следующий момент — это мы смотрим лунный знак. Луна здесь находится в Стрельце. Смотрим характеристики по Стрельцу. И далее находим дом, такая третья опорная точка, в котором есть две более планет. И это знак Льва. И что мы можем сказать об этом человеке? Ну, прежде всего, это человек я, поэтому я могу рассказать в целом, какая сфера именно была интересна и эволюция, да, моей профессиональной деятельности. Значит, прежде всего, это всегда была работа в сфере обслуживания. Здесь ярко выражен 6-й дом. И это была работа, которая в сфере услуг, это различные бутики, брендовая одежда, женская, мужская, и в целом это работа с людьми. После это была работа в бизнесе. С моим бизнес-образованием я занималась и администрированием, и организацией, была координатором, потом была маркетологом и помогала, скажем, организовывать различные процессы, все
координировать, развивать. Это вот здесь очень ярко проявлялось Солнце и знак Льва в целом. Но сфера духовности, психологии, саморазвития, самопознания, это вот по Стрельцу и по Раку интересовало меня всегда. Поэтому со временем я пришла именно к этой деятельности. Я работаю с людьми, помогаю людям именно через инструменты, как астрология, психология и в целом духовные знания. Такой краткий анализ каждый может сделать для себя и понять вашу, скажем, историю, с чего вы начинали, почему те или иные профессии вас интересовали и какие направления вы для себя можете выделить в будущем, если вы еще пока не укоренились, да, в своей деятельности и хотите, чувствуете, что есть что-то еще, вы хотите еще себя в чем-то попробовать. Поэтому в комментариях под этим видео пишите, какие знаки у вас ярко выражены и как эти профессии проигрались в вашей жизни, чем вы занимались, чем всегда хотели заниматься или к чему стремитесь. Буду очень рада вашим историям, буду их ждать. Не забывайте про энергообмен, поставьте лайк этому видео, поделитесь им с теми, кому эта тема будет интересна, и до скорых встреч!